Здравствуйте! Самооценка– это когда ты лично оцениваешь свои поступки, внешний вид, характер или всего себя как роль в обществе. Психологи утверждают, что правильное отношение к себе значительно влияет на жизнь. Хуже всего, когда самооценка занижена, ведь тогда мы постоянно недовольны собой, боимся показаться неправильными на людях, поэтому перестаем верить в себя и свои таланты. Когда ты слишком критичен к себе и ставишь конкретные рамки поведения, то это явно заниженная самооценка. К счастью, это возможно и нужно изменить. Дальше расскажу вам, как формируется низкая самооценка и, естественно, как ее повышать. Откуда же она берется? Низкая оценка формируется еще в детстве. Некоторые родители слишком часто критикуют детей и сравнивают с другими, отчего они перестают чувствовать важность. Как следствие, человек вырастает уже с сформированными рамками. Что делать можно, а что нельзя. Личность уже боится сделать глупость или показаться смешным, неправильным. Из-за чувства страха человек пытается угодить всем. Он критикует себя, когда не достиг успеха в любимом деле или ошибся. Низкая самооценка лишает уверенности, а также показывает, что ты хуже других, хотя это не так. Как ее повысить? Для того, чтобы повысить эту самую самооценку, необходимо действовать целенаправленно и в определенной последовательности. Во-первых, крайне нужно найти причину. Попробуйте проанализировать свои мысли, а именно, которые заставляют вас смущаться. Может, будете чувствовать себя лучше, если займетесь собой? Например, если стыдишься лишнего веса, тогда, возможно, самое время задуматься о том, чтобы сбросить его. Но не всегда этот подход правильный. И тут дело даже не в том, что подумают о тебе другие, а в том, что просто так неудобно и некомфортно. Кому-то не нравится ваш внешний вид, кому-то манера разговаривать. Уверена, что в большинстве своем вы бы никогда об этом не задумывались, если бы не брали во внимание мнения важных для вас людей. Но не стоит забывать, что иногда даже недостатки подчеркивают вашу уникальность, и это тоже крайне важно. Во-вторых, изменяйте негативное мнение о себе. Вы слишком зациклены на своих неудачах. Попробуйте пересчитать свои хорошие и плохие, на ваш взгляд, качества. Много ли у вас умений и талантов? Уверена, что да. Именно низкая самооценка приводит к их нереализованности. Это ваша жизнь. Какой смысл проживать ее для других людей? Неужели нужно принимать их мнение всерьез? Не давайте им формировать себя. Зачастую критичные к себе люди намного умнее, чем думают. Если начнете верить в свои силы, то в вас обязательно поверят и другие. Выделяйте больше времени на любимые занятия. Начните делать маленькие шаги уже сейчас. Да, сначала будет не получаться, а реакция других может быть негативной. Это совершенно нормально. Главное, не обращайте внимания на пустую критику, а слушайте самого себя. Советую даже завести дневник успешности, где будете записывать шаги к своей цели. Так даже подсознательно будет происходить работа над собой, а стремление к этому будет создавать дополнительную уверенность. Третье. Не бегите от своих желаний. Каждому человеку знакома ситуация, когда очень хочется отказать выполнить ту или иную просьбу, но все равно мы почему-то соглашаемся. Это происходит потому, что пытаемся показать себя всегда с хорошей стороны. Помогайте только в том случае, когда они злоупотребляют, иначе управлять вами в своих интересах войдет у кого-то в привычку, что очень негативно сказывается на самооценке. Не стоит скрывать проблемы от других. Лучший способ борьбы с ними – показывать их. Если не обращаешь внимания и относишься к ним равнодушно, то и окружающие будут относиться к этому так же, а критикам не будет повода тебя осуждать. Я знаю, что некоторые проблемы могут быть крайне серьезные, но поверьте, намного хуже держать их в себе, и тем более, когда в ваших силах это исправить. Не бойтесь показаться неправильными. Странно, но именно естественное поведение притягивает людей. Поэтому просто будьте собой и помните, лучший способ борьбы с недостатками – это показать их. Четвертое. Исправляйте самооценку на практике. Вы даже не задумываетесь, сколько людей сейчас сидят в скорлупе и даже не пытаются изменить свою жизнь. На теории всегда легче мысленно настроиться на борьбу, когда на практике это явно сложнее. Низкая самооценка приводит к излишней застенчивости, поэтому для ее избавления нужно делать маленькие, но уверенные шаги. Выглядел неловко при первом знакомстве с противоположным полом или в компании новых людей? Не сильно переживай об этом. Во-первых,
Абсолютно ничего не изменится таким способом. Во-вторых, все люди имеют свои страхи и проблемы, и никто не будет специально пристально следить за тобой. Забудь и двигайся дальше. Понравилась девушка или парень? Подойди и познакомься. Это абсолютно нормально, и это усилит веру в себя. Поставь плюсик возле своих смелых поступков. Это поможет гордиться стараниями. 5. Выделяйте больше времени на отдых. Почитайте книгу или посмотрите интересный фильм вечерком, побалуйте себя вкусняшками. Это поможет отвлечься от дневных стрессов и спешки. Не стоит также забывать следить за физическим здоровьем. Ухаживание за собой и держание себя в форме явно поднимает положительное мнение о себе. Попробуйте заняться легкими физическими нагрузками. Даже простая прогулка вечером поможет мыслить позитивно. Чаще проводите время с близкими людьми и обязательно вознаграждайте себя за каждые шаги в борьбе с низкой самооценкой. 6. Не сдавайтесь. Не опускайте руки, если что-то пошло не так. Может быть очень тяжело на душе, но подумайте, разве не круто добиваться чего-то, даже если никто не верит в тебя, если ситуация кажется безнадежной? Жизнь слишком коротка, поэтому отбрасывайте негативные мысли подальше. Именно неудачи делают нас сильнее, а жизнь со смыслом. Ведь какой смысл вообще существовать, если не к чему стремиться и нечего добиваться? Примите свои недостатки хотя бы потому, что вам значительно лучше живется, чем миллиардам других на планете. Многие даже мечтать о таком не могут. Хочу поделиться словами одного мудрого человека. Люди имеют выбор. Или они ценят то, что имеют, или они недовольны тем, чего не хватает. Подводя итог, можно сделать вывод, что самооценку изменить под силу каждому. Более того, чем больше ценишь себя, тем меньше будешь обращать внимание на мнение других. Не упускайте возможности изменить себя сейчас, чтобы не жалеть потом. Сломайте стереотипы нужного поведения. Уверенность в возможности поможет добиться любых целей. Старайтесь вообще не концентрироваться на том, чтобы произвести впечатление на других, и игнорируйте любые негативные комментарии в свой адрес, тем более, если они от неприятных людей. Изменив самооценку, мышление кардинально поменяется. Вы сможете воплотить свои идеи в жизнь. Поэтому сделайте все возможное, чтобы гордиться собой в будущем. Желаю вам успеха. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всего всем доброго!